Друзья мои, всем привет! И угадайте, где мы сегодня с вами находимся. Мы приехали в мой любимый, обожаемый Альберабелло. Альберабелло – это коммуна и городок в итальянской провинции Бари в регионе Апулия. Я уже рассказывала, что сейчас очень удобно добираться до Альберабелло автобусом. Вы садитесь в Бари, возле вокзала Бари Централи, на автобус, и где-то час 10 езды вы приезжаете в Альберабелло. Сегодня мы хотим просто тут погулять, я заодно немножко поснимаю и расскажу вам, что-то интересного увижу. Альберабелло находится в районе Мурча, на склонах искусственной впадины, которую когда-то давно создали при прокладке старинного акведука. В этом районе встречаются старые оливы и дубы, и это все остатки большого леса, сельвы. Раньше эта территория была покрыта лесами. Первыми знаменитыми известными обитателями этих лесов были представители рода Аквавива, которые переселились в XVI веке из Баварии в район Абруццо. Альберабелло известен как город Трулли. Это уникальные домики с коническими крышами. Такие домики с древности строились на землях полуострова Саленто. Благо материал, из которого их делали, он тут буквально под ногами валяется. Как говорят местные, достаточно просто немножко копнуть землю, и вы натыкаетесь на такие плиты известняка, которые очень легко поддаются обработке. Плиты, из которых выкладывают крыши конические, их называют кьянкарелли. На землях сельвы подобные сооружения появились при герцоге Адриано в 1600 году. Он издает распоряжение о том, что здесь начинают возводить добротные домики, но без использования скрепляющих растворов. В дальнейшем это позволяло за короткое время построечку разобрать и таким образом уходить от налогов. Контролеры не могли понять, для чего же тут нужно вот это вот полуразрушенное сооружение неопределенной конструкции, и у них не было никаких шансов придраться к феодалу, применить к нему какие-нибудь санкции, и они уезжали. И через некоторое время Трулли снова вырастали в долине. Такое безобразие продолжалось до издания королевского декрета 27 мая 1979 года. 27 мая 1979 года в городок пришла королевская депеша о том, что Альберабелло освобождают от феодальной зависимости и поселению даруют статус свободного города. После чего жители избрали первого мэра города Франческо да Море, утвердили его герб, на котором был изображен могучий дуб и всадник, который борется со львом. Город назвали Альберабелло. Альберабелло, оно по-итальянски звучит как «красивое дерево». Поэтому я всегда думала, что Альберабелло это и означает «красивое дерево». Но, однако, есть другие версии происхождения названия. По одной из версий, Альберабелло составлено из латинских слов «arbor bellum». «Арбор» — это дерево, а «bellum» — война. Как я уже упоминала, на этой территории когда-то были тут дубовые рощи, и эти местные дубовые леса использовались для построения военных орудий. Поэтому «arbor bellum», да, дерево войны. Вот так можно перевести по этой версии название города. Таким образом, с 27 мая 1797 года необходимость строить жилище без скрепляющего раствора отпала. В общем, традиция строить Трулли продолжилась. Дело в том, что на этой территории изобилие строительного материала, этих камней, отработанная техника. Строились такие домики быстро. Это было достаточно дешево и удобно. Пока много лет спустя не издали специальный закон, который запрещал строить вот такие вот домики Трулли. Смотрите, какое здание старинное. Называется Каза Липолис. В этом здании в 1797 году было подписано соглашение местных жителей с местными жителями об освобождении от феодализма, от своего феодала. Вот так оно выглядит. Очень интересное здание, какая-то сдвоенная крыша, многоуровневая крыша. Очень интересная Трулла. Мы зашли в магазин. Здесь продают типичные продукты. Вот, кстати, тарали соленые с пеперончино, с луком есть, вот с луком, с семечками фенхеля и обычные традиционные просто соленики. А здесь микс разных вкусов и с красным помидором.
Вот, мы сейчас попробовали разных ликеров с арбузом, с кактусом. Здесь кофе и миндаль. А вот это вот зеленое, такое не зеленое, такой цвет, непонятный цвет, они с листьями оливы и с цедрой лимона. Вот здесь 500 грамм, они по 16 500. Оливковое масло местное, вина. Интересная такая лавочка сувенирная. Ключики, замочки. Она находится в Трулли. Сейчас выйдем снаружи, посмотрим, как она выглядит. Покажу вам ее снаружи, эту лавочку. Вот так она выглядит. Знаменитый сиамский трулло. Сиамский, потому что, видите, у него крыши не отдельно два конуса, а они как бы объединены, срослись. И в него можно зайти. Кстати, обратите внимание, какие маленькие узенькие дверцы. Дело в том, что на этой территории люди были ниже, они были низкорослые. Вот. А сейчас современному человеку иногда даже нужно согнуться, чтобы сюда зайти. Да, их можно стирать в машинке. Нам показывает хозяйка сувенирной лавки, какие у нее сделанные вручную полотенца. И вот это все раскрашено красками, натуральными красителями. Например, вот это вот вино краситель. Здесь краситель черный с какой-то ягоды. Вот этот красный из какой-то росса. Мелограна, гранат, апельсин, горох, лимон, орех, ягода какая-то, опять орех, ягода и вот лимон, да. Представляете, вот натуральные красители, очень интересно. Questa perché cosa? Sono presine per le pentole bollenti. Это вот эти вот треугольнички, видите, это брать горячие сковородки для горячих, да, прихватка. Презины на итальянском прихватка. Ну вот, а здесь у них шарфики из кашемира. Кашемир. И всякие декорации и свистульки. Свистульки керамические и вот такие красивые солнышки. Ой, все такое красивое, все хочется забрать, купить, привезти домой. И фотография старая. Смотрите, наверху фотография этого трулла старенького. Questa trulla 1400, ma scatta foto, questa foto nuova. Как устраивали эти трулли? Сначала строители выкапывали цистерну примерно 3 метра диаметром и около 5 метров глубиной. Нужна она была для того, чтобы собирать и хранить дождевую воду. А уже затем выкладывали из камней четырехугольный фундамент. Конструкция трулла состоит из двух базовых элементов – несущая стена и купол. Стены возводили из блоков известняка без применения каких-то связующих. Древние строители придумали технику двойной стены с воздушным зазором, что очень хорошо сказывается на внутреннем климате этого здания. То есть внутри зимой не холодно, летом не жарко. Как нам рассказывал один из жителей, всегда постоянная температура, примерно 18 градусов. Очень-очень комфортно. Кстати, мы вот в жару заходили, и там достаточно было прохладно в Трулло. Когда возводили стену, вот когда достигали нужной высоты, около 2 метров, то с этого момента периметр стен начинали уменьшать. Внутренняя стена стоит вертикально, а вот наружная стена делалась под наклоном.
сужаясь кверху. Это нужно было для того, чтобы сверху потом установить конусный свод. Купол выкладывается из известняка концентрическими кругами. Диаметр каждого следующего слоя меньше предыдущего. И последний элемент конструкции – это камень круглой формы, который закрывает верхнее отверстие. Вся структура держалась только за счет собственного веса, и достаточно было изъять специальные камни в нужных местах, и все рассыпалось до самого основания. С внешней стороны купол Трули выкладывали тонкими пластинками из этих камней кьянкарелли. Их выкладывали в виде чешуи с наружным наклоном специально для того, чтобы вода стекала. А сверху на куполе устанавливали гребешки разной формы. Эти гребешки, верхушки трула, называют пинаколи. Стены трула обычно выбелены, а на темном куполе жители рисовали специальные символы защитные. Это могли быть и религиозные символы, языческие, магические символы. Их рисовали известью, без помощи кистей, просто руками. Guarda quanto è bella questa porta. Guarda la serratura. Говорит, посмотри на железо. Serratura che non esiste più in circolazione. Такого, вы, говорит, уже этого и не существует, потому что все оригинальное железо. И мы даже не знаем, какого года эта дверь, говорит сеньора Мария. Друзья мои, мы в магазине сеньоры Марии. Засовы, ключи, это все древнее, неизвестно какого года. А это окно. Единственное окно на все труло. Guarda questi chiodi. Perché? Vedi? Видишь, это как дырочки от гвоздей. Vecchia, vecchissima, старинная. E qui l'architrave è originale. Это что? E tutta l'entrata fatta di pietra. Подкова, да. Видишь, она показывает. Так, интересно. È originale. Да, это трула, все, говорит, оригинально. И смотрите, свистульки, победители премий. Так нет, Posso chiudere una volta, dice? Мы с вами уже были 100 раз в этом магазине, друзья мои. Это магазин сеньоры Марии, магазин свистулек и тканей. Свистульки у нее победители самых разных премий, разных лет. Они выигрывают в конкурсах. И вообще в этом магазине более 9000 свистулек можно найти. И это уникальный магазин в своем роде, единственный в Италии. это уникально просто. Она говорит, что все они с сертификатами, даже сертификаты есть на русском. Вот так вот, очень интересно. Много свистулек, просто невероятное количество. А вот это вот коломбаи защитные такие, которые защищают семью. Ручная работа, все это интересно, все это красиво и оригинально. Единственное, написано не трогать ничего. Non toccare si prega. Красотища. È aperto da 61 anni che lo so qui, e qui il numero 1 è quella tessitura. Для начала это был магазин тканей, а потом уже как бы и свистульки они стали продавать. Магазин текстиля, сделанного вручную. Ali lunghe fino a 7-8 metri. Questo viene Круглая. dalla prugna e questo viene dall'ulivo. Цвет из сливы и из оливы. Натуральные красители. И ничего их не берет, ни сок, ни вино, ни кофе. Он говорит, у нас гарантия на всю жизнь. Вот так вот. Io vendo questa tela da 61 anni.
Мы зашли в сувенирную лавку, здесь продаются старинные лампы. Видите, по 150, 180. Я спросила, это старые? Они говорят, они не старые, они античные. Красиво. Грация. Вот такая прогулка по Альберабелло у нас сегодня получилась. Я надеюсь, что вам было интересно. Если это так, то с вас лайки, комментарии. У меня есть еще несколько видео из Альберабелло. Я обязательно в описании этого видео оставлю ссылки на эти видео, чтобы вы могли пройти и посмотреть. Вот спрашивали в комментариях, нормально ли сейчас вот в октябре ехать в Альберабелло? Нормально. Езжайте. Здесь классно всегда, ребят. И летом, и зимой, и осенью, и весной. Зимой, наверное, конечно, будет не так красочно, но, тем не менее, это все равно всегда очень-очень интересно. Так что приезжайте в любое время. Я на этом это видео заканчиваю. Всем огромное спасибо за просмотр. И увидимся с вами в следующем видео. Чао-чао, тути. Всем пока-пока.